Невольно оказавшись свидетелем ДТП или попав в аварию, важно не растеряться и постараться оказать первую помощь пострадавшим, в том числе и себе. При этом надо придерживаться главного принципа медицины – не навреди. Ведь неправильные действия могут не улучшить, а ухудшить состояние раненого. А ошибка по незнанию или бездействию может стать человеку жизни. Здравствуйте, мои хорошие! А начнем мы сегодняшнюю беседу с того, как бы это странно ни звучало, что не следует делать, если вы оказались свидетелем или участником дорожно-транспортного происшествия. Вы не поверите, сколько распространен у нас в стране следующий сценарий. Скорая и спасатели приезжают к месту аварии, а пострадавшие уже извлечены из покореженных машин, уложены в тенечки и напоены водичкой. При этом добровольные спасатели тянули людей из машин за руки, ноги и вдобавок к уже полученным травмам нагнали еще парочку совсем не безобидных, вроде деформации поломанного позвоночника. Так бы человек посидел в машине, дождался помощи, спецы аккуратно эту машину разобрали бы, положили его на носилки и передали врачам. Полгода в больнице и снова на ноги. А теперь нет. Теперь пожизненная инвалидность. И все ведь не специально, все из желания помочь. Так все же, что следует делать в случае, если вы стали свидетелем или участником дорожно-транспортного происшествия? Если вы находитесь рядом или в автомобиле, который попал в аварию, убедитесь в том, что нет опасности возгорания, не вытекает бензин и так далее. Помните о том, что автомобиль с бензиновым двигателем сгорает за 5 минут. В случае опасности необходимо быстро эвакуировать тяжело пострадавших пассажиров. Если человек без сознания или в тяжелом состоянии, надо иметь в виду, что у него может быть поврежден позвоночник. Чаще всего в подобных ситуациях страдает шейный отдел, потому что при ударе человек непроизвольно и резко подается вперед. Неправильные действия могут причинить пострадавшему не только сильную боль и стать причиной болевого шока, но и привести к летальному исходу. Поэтому выносить человека из машины нужно, зафиксировав ему шею в том положении, в каком он находился во время получения травмы. Руками или специальным воротником он называется воротник шанса, продается в ортопедических салонах и в некоторых аптеках. Есть дальновидные водители, которые возят его с собой. Если человек оказался зажат в искореженной машине, немедленно вызывайте спасателей МЧС, помимо скорой. При сдавливании ног или рук наложите жгут выше этого места. Снимать его следует только после того, как освобожденные конечности будут туго перебинтованы. Это уже дело рук спасателей и медиков скорой. Первая доврачебная помощь при различных повреждениях. Определите, в сознании ли человек и имеет ли он признаки жизни. При их отсутствии приступайте к реанимации до прибытия скорой. Как определить состояние пострадавшего? Чтобы проверить, в сознании ли человек, задайте ему любой вопрос. Хлопните в ладоши возле уха. Приложите палец к сонной артерии, чтобы проверить наличие пульса. Проверьте реакцию зрачка на свет. Если от направленного луча света он сужается, значит человек в сознании. Проверьте наличие дыхания. Признаки клинической смерти: отсутствие сознания, дыхания и сердцебиения, широкий зрачок. Ваши действия: положите пострадавшего на спину на твердую поверхность. Голова должна быть откинута назад, а подбородок и нижняя челюсть выдвинуты вперед. Освободите дыхательные пути, если есть западение языка или попало инородное тело. Если дыхание слабое или вообще отсутствует, начинайте вентиляцию легких рот в рот. Если пульс не прощупывается, сердцебиения нет, приступайте к непрямому массажу сердца. Непрямой массаж сердца. Ладонь правой руки положите посередине грудной клетки на 2 см выше нижнего края грудины. Поверх нее ладонь левой руки. Пальцы не должны касаться грудной клетки. Их нужно раздвинуть веером и чуть приподнять. Прямыми руками надавливайте на грудную клетку в следующем ритме: на 2 вдоха 15 сжатий. Если помощь оказывают 2 человека, то один выполняет искусственное дыхание, другой массаж сердца. При этом на 1 вдох выполняется 5 сжатий. Выполняя эти мероприятия, постоянно контролируйте состояние пострадавшего. Проверяйте пульс на сонной артерии, самостоятельное дыхание, сужение зрачка на свет, изменение цвета кожи.
Потеря сознания. Действие при кратковременной потере сознания до 3 минут, если сердце работает и человек дышит. Уложите пострадавшего на спину, приподнимите ему ноги и обеспечьте максимальный доступ воздуха. Для этого расстегните воротник, ослабьте поясной ремень. К носу поднесите ватку с нашатырным спиртом. При потере сознания более 3 минут переверните больного на живот. По возможности приложите к голове холод. Наблюдайте за дыханием и сердцебиением. Кровотечение. Признаки внутреннего кровотечения: бледность кожных покровов, холодный пот, нарастающая слабость, потеря сознания. Признаки наружного венозного кровотечения: кровь темного цвета выделяется непрерывно. Признаки наружного артериального кровотечения: оно наиболее опасно. Кровь ярко-алого цвета бьет фонтаном. Признаки капиллярного кровотечения: кровоточивость всей поверхности раны, как правило, большой по площади, но затрагивающей верхние слои кожи. Ваши действия при различных кровотечениях до приезда врача. При внутреннем кровотечении уложите больного на спину, ноги приподнимите. Ему нельзя давать воды и обезболивающих средств. При наружном венозном кровотечении наложите тугую повязку на рану. При артериальном кровотечении действуйте очень быстро, иначе человек может потерять много крови. Сначала прижмите пальцем или рукой поврежденный сосуд выше места ранения. Затем туго перебинтуйте или наложите жгут. Обязательно зафиксируйте время. Напишите его на видном месте, на руке или ноге пострадавшего. Жгут нельзя держать больше часа. Жгут обязательно накладывать на одежду, а не под нее, чтобы он был виден. Жгут накладывается быстро, а снимается медленно. Если все сделано правильно, кровотечение должно остановиться. Переломы. Признаки закрытого перелома: сильная боль и резкое усиление боли при движении или попытке опереться на поврежденную конечность. Деформация и отечность в месте повреждения. Признаки открытого перелома: рана, из которой могут выступать костные отломки. Деформация и отечность конечности в месте повреждения. Ваши действия при переломах: дайте больному обезболивающее средство. Если есть рана, обработайте ее йодом или зеленкой. Наложите шину, зафиксировав ее за сустав выше и ниже повреждения. При открытом переломе не трогайте и не вправляйте выступающие кости. Ожоги. Признаки ожога: 1-2 степени покраснение кожи, появление пузырей. 3-4 степени появление участков обугленной кожи с обильным выделением кровянистой жидкости. Действие при ожогах 1-2 степени: подставьте обожженную поверхность под струю холодной воды. Наложите чистую сухую повязку на место ожога. Сверху приложите холод. В любом магазине можно попросить лед. При ожогах 3-4 степени область ожога прикройте стерильной тканью. Сверху наложите холод. При обширных ожогах уложите пострадавшего обожженной поверхностью вверх. Прикройте область ожога чистой тканью. Сверху наложите холод. Дайте больному обезболивающие средства. Обеспечьте обильное питье. В автомобильных авариях ежегодно гибнет сотни людей, многие из которых могли бы выжить, если бы помощь пришла вовремя. И дело не только в своевременном прибытии скорой, но и в умении каждого из нас оказывать первую помощь пострадавшему до приезда врачей. А на этом на сегодня все. При создании данного выпуска была использована информация с сайта drpeter.ru. Не болейте, берегите себя и близких. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!